Известный французский историк Марк Ферро как-то сказал: «У каждой нации, или почти у каждой, есть несколько историй, которые накладываются одна на другую и спорят между собой». Одно и то же событие в истории может выглядеть с точки зрения стран по-разному. Например, явный агрессор у одних может выглядеть жертвой у других. Военные преступники — героями, а черные страницы вырваны из истории. А в результате меняется общественное мнение. Когда искажение истории – это семейное дело внутри страны? Это один из приемов фальсификации истории в ущерб интересам России. Фальсификации очень откровенные. А когда нарушение разумных пределов? И тогда как это может отразиться на каждом из нас? Пределы дозволенного. День северных территорий в Японии. Япония, 1855 год. 7 февраля в японском городе Симода был подписан первый в истории японо-русский договор – Симодский трактат, установивший постоянный мир и искреннюю дружбу между двумя империями. Со стороны России переговоры вел генерал-адъютант вице-адмирал Ефимий Путятин. Японскую сторону при заключении договора представлял Тосиакиро Кавадзи. Договор состоял из 9 статей, по которым в обмен на открытие нескольких японских портов для торговли российские острова Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и Малая Курильская гряда отошли к Японии. Граница между странами легла между островами Итуруп и Уруп. Остров Сахалин объявлялся неразделенной демилитаризованной зоной. Япония, Токио, наши дни. Ежегодно в честь подписания Симодского трактата 7 февраля японцы празднуют так называемый День северных территорий. В этот день у российского посольства в Токио собираются японские ультраправые организации и требуют вернуть под суверенитет Японии острова Курильской гряды – Кунашир, Итуруп, Шикотан и Малую Курильскую гряду, якобы незаконно оккупированные Советским Союзом после подписания Токио акта о капитуляции во Второй мировой войне. Действиями участников акции оскверняется российский флаг, рвутся фотографии российских лидеров. И надо сказать, что несмотря на то, что эти действия подпадают под действия японского уголовного законодательства, японские власти никаких действий применительно к этим акциям не применяют. Японские власти, они попросту им попустительствуют. В 1967 году для обозначения территориальных претензий к СССР, а затем к России как его правопреемнице, в Японии был введен специальный термин «северные территории». Это понятие японское. Это японцы так называют северные территории. Мы вообще-то даже не должны их делить-то на даже Курильские острова на какие-то северные острова, южные острова. Есть Курильские острова, Курильская гряда. В узком смысле под северными территориями Япония подразумевает острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Малую Курильскую гряду. А в широком смысле в эти северные территории входят все Курильские острова, как территории, принадлежащие Японии до 1945 года. Где официальный Токио видит предел территориальных претензий? Современные территориальные споры, они решаются при учете исторических реалий. Но все-таки юристы сегодня и дипломаты руководствуются современной политической обстановкой и теми договорами, которые находятся ближе всего к моменту рассмотрения территориального спора. Но результат уже зафиксирован. Он зафиксирован Второй мировой войной. И уже в течение 70 лет эти острова принадлежат России. Выстраивается такая картина событий, которая выгодна Японии. Между тем, как все остальные события, которые Японии не выгодны, они или игнорируются, или преподносятся в искаженном свете.
А поскольку Москва заявляет Токио о неприемлемости территориальных претензий Японии, официальная позиция России «у нас нет территориальных вопросов с Японией, мы все получили на законных основаниях по результатам Второй мировой войны», то японцам ничего не остается, кроме дипломатических демаршей и пропагандистской обработки населения внутри страны и за ее пределами. При этом, как любой грамотный инвестор своих средств, они прекрасно понимают, что пропаганда должна быть качественной. При этом качественная пропаганда – это такая пропаганда, о которой никто не скажет, что это пропаганда. Здесь Япония использует весь арсенал имеющихся средств. Это и финансирование некоммерческих организаций за рубежом, которые под вывеской экспертных центров проводят опросы населения, из которых явствует, что Курилы должны принадлежать Японии. Проводится культурная экспансия и воздействие через кинематограф. Например, в анимационном фильме «Остров Джованни», снятом японским режиссером, показываются события после Второй мировой войны, когда остров Шикотан стал частью Сахалинской области. На поверхности трогательная история дружбы японского мальчика и русской девочки. А между тем, в мультфильме Советский Союз показан в образе жестокого агрессора, прогнавшего с острова мирное японское население. Пострадавшей стороной показана Япония. Данный анимационный фильм направлен на то, чтобы вызвать сочувствие у зрителя к Японии. Особое место среди средств воздействия занимает картографическая агрессия Японии, когда составляются и распространяются географические карты, на которых искажено изображение территории России. На этих картах острова к югу от острова Урупп обозначаются как территория Японии. Японцы нацелены сформировать у мирового сообщества понятие «Курилы — это японская земля». А какова же цена потери России в случае реализации территориальных претензий Японии? Ну, во-первых, престиж. Это в первую очередь. Потому Россия и большая страна, что никогда не отдавала своих территорий. Это первый момент. Второй момент – это экономический момент. Очень важные природные ресурсы располагаются в этих зонах. Вспомните, что все наши практически рыболовные компании работают на Шикотане вот в этой зоне. Третий момент – военно-политический. Охотское море – внутреннее море России. Если мы отдаем острова Курил, то японцы имеют право на континентальный шельф и на эксклюзивную зону вокруг этих островов. И Охотское море уже не будет считаться внутренним морем России. Четвертый момент. Острова закрывают Дальний Восток от военных устремлений вражеских России сил. Это очень важно с военной точки зрения. Вот поэтому терять эти территории нам абсолютно нельзя. Северные территории – это один из приемов фальсификации истории в ущерб интересам России. Фальсификации очень откровенной и в то же время использующей самые изощренные, самые тонкие лазейки для того, чтобы достичь своих целей.